Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание деньгам и поговорим о том, какие вы допускаете ошибки, почему в вашей жизни нет денег, почему закрыты в вашу жизнь денежные потоки, как с этим бороться, что делать. Это более подробно далее в этом видео, поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной и интересной информации. Прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя. Друзья, вы подписывайтесь не для нас, а для того, чтобы и другие люди узнали об этой важной и ценной информации. Также обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии, финансового благополучия, достатка и изобилия. Итак, друзья, вы знаете, деньги во все времена считались ценностной мерой в жизни человека. Когда вы обладаете деньгами в том достаточном количестве, вы становитесь успешными, счастливыми, и вы себя чувствуете достаточно комфортно. Но когда вам их не хватает, вы живете в постоянном страхе перед будущим. И, к сожалению, когда у человека не хватает денег, его начинают поглощать его же негативные эмоции. Не все знают о том, что деньги в первую очередь это не бумажки, это не банкноты, те купюры, которые мы привыкли считать. Это энергия, которая имеет свои определенные законы. Если вы знаете эти законы, вы правильно их используете, то деньги начинают появляться в вашей жизни в том количестве, которое вам необходимо. Однако большинству людей не хватает денег для удовлетворения своих каких-то запросов. При этом, если вы послушаете, то многие почему-то жалуются на свою жизнь, на свою судьбу, на то, что не могут себе многого позволить и даже не могут свести концы с концами. Конечно, это все печально. Но проблема таких людей состоит в том, что все их внимание направлено на то, чего у них нет, а не на то, чего им хотелось бы. Мы надеемся, сейчас вы поняли разницу. И каждому человеку есть у каждого человека определенная часть денежной энергии, но не все заявляют свои права на нее, и в результате энергия проходит мимо. Поэтому нужно наладить отношения с деньгами, нужно открыть денежный канал, все сделать для того, чтобы ничего не мешало движению этой энергии. Если вы умеете распоряжаться деньгами, и если в вашей жизни они отсутствуют, значит ваш денежный канал закрыт. Однако причиной безденежья могут быть и такие явления, как зависть, как злость. И именно это имеет очень сильную негативную энергетику. Также это может быть порча на бедность, это могут быть неудачи. И все это серьезно может подпортить вашу жизнь. Но помните о том, что деньги нужно любить. Но они не должны быть главной целью вашей жизни. Это вы должны понять. К денежному каналу нужно относиться с вниманием и уважением, соблюдая определенные правила в отношениях с деньгами. Нужно постоянно пересчитывать имеющиеся у вас деньги, получая от такого общения одно удовольствие. Даже если вы держите в руках деньги, знаете, у вас происходит подпитка вашего денежного канала. Следствием таких действий будет увеличение вашего благосостояния. Но, пожалуйста, не нужно показывать пренебрежение к деньгам. У вас должны отсутствовать слова с частичкой «не» или «нет».
Такие фразы, как «нет денег», «у меня их не будет», «мы живем небогато» и подобные тому фразы, слова приводят вас к тому, что вы сами себя программируете на нищету и на бедность. Например, если вы увидели какую-то дорогую вещь, то вместо того «я не могу ее купить», дайте себе другую правильную установку. Что мне нужно сделать для того, чтобы ее купить? Сядьте удобно в вашем любимом месте. Закройте глаза и представьте себя внутри комнаты, обитой красным, зеленым или желтым шелком. В комнате зажжены свечи. Свечи, вы ощущаете их тепло. Вам хорошо, уютно. Вы богатый, счастливый и независимый человек. Или, сидя в том же месте, представьте себе, что на вас идет дождь из золотых монет. И такая визуализация поможет вам открыть денежный канал. Конечно, возможно, за один раз вы не сможете это представить, знаете, вам это будет тяжело, потому что ваш денежный канал закрыт, он не развит, соответственно, у вас не будет ничего получаться. Но изо дня в день, если вы будете практиковать такую простую практику, через 2 недели вы увидите первые результаты. И не нужно уменьшать свои способности. Мне бы немного денег, и я бы сделал бы то-то или то-то. Или, например, что-то купил бы, или за что-то бы заплатил бы. В таком случае в вашу жизнь никогда не откроется денежная дорога. Всегда нужно просить больше, а меньше всегда придет. Не стоит давать деньги кому попало. Можно одолжить человеку деньги с плохой энергетикой, и деньги перестанут у вас водиться. Не давайте деньги в долг, потому что у большинства людей, которые дают деньги в долг, в результате возникают материальные проблемы. Деньги всегда должны работать. Это одно из важных условий. Чем больше денег вы потратите на себя, на свою семью, есть больше денег. Помогайте, занимайтесь благотворительностью, принеся этим положительные эмоции. При этом вы приносите эти положительные эмоции не только себе, но и тем людям, кому вы помогаете. И тем быстрее это будет возвращаться к вам. Есть очень простые и эффективные практики, которые позволят вам открыть денежные каналы и тем самым привлечь деньги в вашу жизнь. И первая практика. Итак, возьмите небольшой кусочек шелковой ткани, например, зеленого или желтого цвета, потому что это цвета денег. Далее сшейте малюсенький мешочек и поместите в него семена лавра. Такой амулет можно носить при себе в кармане или в кошельке. Если вы не найдете семена лавра, тогда используйте сам лавр. Только большая просьба в этом случае: не используйте лавр, который можно купить в магазине, а именно найдите тот, который продается у людей. То есть он будет более живой и будет, не пройдет вот те термические обработки, которые проходят в производстве. Следующая практика. Сделайте следующее. В маленький золотой мешочек положите 3 маленьких лавровых листа. Далее положите 3 желтые монеты, 3 цветочка лаванды и завяжите все это красной ниткой. Талисман для достижения успехов в финансовых делах готов. И носите при себе или спрячьте его вместе с деньгами, которые вы храните дома. Конечно же, существует и магнит для открытия денежного канала, для привлечения удачи и финансового благополучия. Для такого денежного магнита нужно взять красную шерстяную нить длиной 1-2 метра, монету, которая перед этим должна пролежать на подоконнике сутки на растущую луну, и эфирное масло пачули. Нужно обмотать монетку так, чтобы получился клубочек. Далее капните 1 капельку масла обязательно по центру клубочка и подвесьте у входной двери.
И обращаем ваше внимание, деньги достаточно скоро появятся в вашей жизни. Друзья, чтобы открыть денежный канал, уже в данный момент начните представлять себя богатым и успешным человеком. Испытывайте наслаждение от такого состояния. А все эти несложные советы помогут вам открыть поток денежной энергии в вашу жизнь. Помните, что все в ваших руках, и вы обязательно сможете улучшить свое материальное состояние. Только не расстраивайтесь, не переживайте о том, что все это ерунда. У меня ничего не получится, у меня сейчас много долгов, нет работы и так далее, и так далее. Если вы такое говорите, то бессмысленно вообще о чем-либо думать и делать, потому что вы себя прослушали, все в одно в ухо влетело, в другое вылетело, и вы сами себя перепрограммируете на негатив, на постоянное уничтожение денежной энергии. А вы думаете, денежная энергия, она вот так легко появляется в жизни? Нет, так не бывает. С денежной энергией нужно работать. Помните об этом.